И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Всем привет! Вы на канале Польза Стрима. Меня зовут Саня. Здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. И да, так как я блогер, мне не лень. Я купил все 4 Redmi. Вот они у меня. Раз, два, три, 4. Но 5-й я не купил. На Redmi Note 4, 14 5G у нас уже была прожарка. И обзор уже на канале. На Redmi Note 14 Pro 5G уже была прожарка и обзор уже на канале. Единственный обзор одним кадром я пока на них не сделал. На Redmi Note 14 4G обзор будет. Это вот этот. И здесь вы сейчас видите вершину их инженерной мысли, с чем я абсолютно не согласен, потому что я китайскую версию их уже гонял. Это Redmi Note 14 Pro Plus. Чем он отличается от остальных, потом в процессе расскажу, но здесь а-ля адекватный процессор, опять же, по мнению, наверное, производителя, то, что они наконец-то туда Snap туда запихали, но 9S Gen 3, чтобы вы ориентировались, вот я вам сейчас прямо Antutu включу, и 743 тысячи баллов, то есть это уровень Poco X7, с ним я и буду завтра его сравнивать по камерам. Да, я сходу могу сказать вам несколько вещей. Первый, не забудьте, что на основном канале розыгрыш Poco X6 Pro ежемесячно, потом будет Poco X7 Pro. У меня, по-моему, еще 4 X6 осталось, и X7 Pro я уже купил 6. Это раз. Два. По ссылке в описании есть телеграм-канал скидок. Сейчас там вот эта 31 штука стоит, этот смартфон. Всякие Poco, опять же, на Алишке. Всякие Poco... Не X6 Pro, а Poco, вот они, ух ты ешки, уже 15 раз воду разливаю, не спал сегодня. Так вот, Poco X7 Pro, который круче, чем этот смартфон, стоит 27 тысяч, и лимитки единственное не продаются, он в 3 цветах, зеленый, черный я еще не распаковал, и лимитка красная, но она у нас непонятно где. Так, что-то я вообще везде все тыкаю. Самое главное, что вы должны запомнить, что у нас... Я так и не понял, что у меня со звуком произошло. Все, нормально. То, что у нас все тестируем мы по возможности, все хайповое, с эшелонов. Realme заказал, они мне их не послали, поэтому я попросил друга на другой аккаунт, может они знают меня, заказать. Вот. Премьер-министр. Хорошо, рад тебя видеть. Виктор, это прямой эфир, да. Отвечать на вопросы буду постепенно. Повторяюсь, вот вопросы, что лучше, только через донат, потому что я их не люблю. У меня будут топы в феврале, узнаете, что лучше. Что на сегодняшний момент лучше, я уже говорю. То есть у нас вышло два Poco X7 и X7 Pro и Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro 4G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G. В чем прикол Redmi-ков? Их будут продавать в магазинах 99,9 в периоде. Poco будут продавать меньше, его будут через сеть бешеными количествами, потому что из всех этих 7, получается, смартфонов от Xiaomi, самый достойный исключительно Poco X7 Pro. Даже не Poco X7. Почему не Poco X7? Потому что у них у всех виртуальные датчики приближения, и у этого тоже. Единственное адекватное мы пока встречали в Redmi Note 14 5G, но он тоже виртуальный, просто почему-то адекватный. Всем, кто туда зашли, не лень кому, поставьте лайк. Кто хочет поддержать канал рублем, у нас есть канал, личный закрытый канал, называется «Все секреты», и вторая ссылка в описании, там нас уже 60 человек, там бэкстейдж, то есть все, что я там покупаю, и т.д. и т.п. И там нет ограничений в первую очередь по, наверное, информации. Вот. Здесь ограничения наложены в первую очередь тем, что у меня везде больше 10 тысяч подписчиков. И нет, там не политический контент, ничего нет, ни религии, ни политики. Может быть, слегка проскакивает мат и мужские темы. Кто должен, тот поймет. В общем, ввиду того, что вы знаете, что я много где катаюсь, не пью, не курю и не употребляю ничего плохого, какие-то у нас, у мужчин всегда слабости есть. В общем, кто должен, догадался. Сегодня, так что... еще, почему я сделал все-таки в телеге эту тему, потому что там вы фактически не покупаете ежемесячную подписку, а вы покупаете у телеги просто звезды.
И это не донаты. То есть вы звездами просто подарки, допустим, кому-то дарите. И там то же самое. Там доступ через звезды. Вот такая вот как промокашка на случай того, если кто-то что-то думает. Так же, как я, если кидаю донаты, то либо звездами, либо еще какой-то, даже не криптой. Вот. Так что так. Если говорить про этот смартфон, интересен ли он кому-то? Вот сегодня, возможно, вам он и не особо интересен, но послезавтра, когда они появятся в магазинах, их будут продавать по 40, бешеное количество людей пойдет пытаться разбирать, что это, с чем это едят и зачем это надо. Сразу вот Poco X7 Pro на данный момент предпочтительнее. Я не вижу плюсов у Redmi Note 14 Pro плюс 5G. Можете мне рассказать, в чем его плюс. Но он даже в 4К 60 FPS снимать не может. Телевик у него выпилили. У меня был обзор на китайский смартфон Redmi Note 14 Pro плюс 5G. Он был крутой. Там была больше батарея. Да, ну здесь eSIM появился, IP68, но там была защита от влаги тоже. Но батарея меньше, телевика нет, здесь макро бесполезное, и все. По поводу того, что там меньше, что больше и у кого, я не рассуждаю по поводу макроэкономики, потому что вы живете в одном мире с курсами валют. Я живу в другом мире с курсами валют, потому что YouTube это единственное, чем я занимаюсь. И те курсы валют, которые вы видите, они очень далеки от курсов валют для бизнеса. Вот поэтому как раз там сыры дорожают, еще что-то, и все намного сложнее, чем вам кажется. Хорошо, что все продают, и все. Я этому очень рад. И можно как раз рассуждать, что дорого это или дешево. Вот. За 40 рублей он никому не нужен. Юрий, он и за 31 тысячу, которую он сейчас стоит, мало кому будет нужен. Напоминаю, что здесь еще физика такая же, как у Poco X7. То есть у него закругленные края. Мне внешний вид его нравится больше, чем Poco X7. Мне здесь расцветка не особо импонирует. Но, опять же, налей свой курс. Потому что вы попробуйте перевести валюту за границу. Еще раз повторяюсь, те, кто в бизнесе, они понимают, о чем я говорю. То, что вы видите курс, и даже если вы пойдете купите какой-то объем, там, не знаю, 100 тысяч долларов в обменнике, попробуйте купить миллион. А прикиньте, маркетплейсу 10 миллионов перевести куда-то. А вы потом попробуйте перевести куда-то что-то. Не через P2P, потому что P2P такими объемами не переводится. Короче, эта тема не для стрима, еще раз повторяюсь, под подобные темы есть вот личный канал, если вам интересно, то можно это обсудить. Магомед, мы не вспоминаем эти платформы, если вы ее вспомните, я вас забаню, сейчас я на данный момент просто удаляю. Вот, Realme 14 Pro Plus это вообще стёб, я еще раз повторяюсь, потому что к чему конкурент? Я говорю, вся линейка Redmi вот сейчас, кроме Super Dashman, это тот, который стоит 14 тысяч, и там их покупают довольно много, то есть Redmi Note 14 как раз 4G. Не 5G, вот этот 4G. И почему? Потому что его, кстати, и в Азии продают очень дешево. То есть 8256 в Азии выходит 14800. Рубин, это не мне говорите спасибо, а тем, кто ослабил интернет и ослабил YouTube. Это претензии YouTube. Зато знаете, что мне капает копейка. Я повторяюсь всем, кто видит YouTube сейчас, и кто, может быть, смотрит не только техноблогеров, которые тоже ничего не рассказывают, монетизация выросла в разы, потому что, да, спасибо вам, что вы продолжаете смотреть YouTube. Если бы вы не смотрели, монетизация бы не выросла так сильно. Но, опять же, у всех свой выбор. Смотреть ОРТ, РТР, какие-нибудь там другие платформы, которые тоже не являются государственными. Или смотреть Tube. Он, кстати, не запрещен. То есть все, кто беспокоится, что они делают что-то противозаконное, YouTube не запрещен. Нет ни одного законодательного акта, в котором говорится, что YouTube а-та-та. Я еще вам больше даже скажу, у меня все еще рекламу закупают для YouTube. Магомед, вы стебетесь, вот теперь вы в бане. Спасибо большое. Вот так люди улетают в бан. Сказал, не пиши ничего. Удалил сообщение по этой теме. Виктор, мне кажется, вы не на зоновском стриме. Притом хата это еще такой сленг не очень
понятный. Культура. Культура. Давайте нас будет 10 человек в онлайне, но мы будем друг другу культурные. Стараться. Чуть-чуть. Шипс Диман. Тоже никаких проблем с ним нет. У физиков нет вообще никаких проблем. Виктор, я рад, что вам подходит мой контент. Но мне не лень просто. Это не отсылка куда-то. Я просто мне вчера там написали кто-то. Сегодня мне написали. А что тебе не лень редмики обозревать? А какая разница, я техноблогер? Ну, похожи они, ничего. Так все смартфоны похожи. У всех есть камера, экран, но народ будет искать конкретно какую-то модель. Увидит там этот затрицательник. Такие, а чем он лучше, чем, допустим, Проха? Придет и узнает. Я, кстати, Апоссум, привет. Я, кстати, может быть, еще после 5 обзоров сделаю отдельный обзор 5 редмиков и 2 пока, чем отличаются. И раскатаю там вот просто... Василий, великолепный контент у Димки. Очень расслабляющий. Смотреть его не могу уже, потому что мне 41 год. До этого мог смотреть, у меня сейчас времени нет просто. Я иногда смотрю, как он что-то ест, честно. Если мне охота просто мозг разгрузить. Артси, где блог? Никакого блока YouTube нет, я скидываю. Вот только вчера я прям чувствовал, что на стриме придет народ и будет рассказывать про блог. Я скидывал стату 90 дней без изменений статистика моего канала. Без изменений вообще, вот ровная такая прямая. Я не знаю, где вы там блог нашли. Еще раз не забывайте, если вы говорите на русском языке, как и я, вас 280 миллионов человек в мире. Не 140 миллионов, которые только в России. Даже окей, разная стата 250 миллионов. То есть еще 100 миллионов за территорией Российской Федерации. Там, точнее, 110. Это очень много. Это прям очень много. И уважаем друг друга. Я рад, что мы говорим с вами на одном языке, потому что чем больше людей говорит на одном языке, тем интереснее, тем больше контента. Кроме Йота 2, он ленин к экранам был, ничего не понял. Проблема, Тимур, оплатить что у некоторых? Оплатить звезды в телеге? Серьезно? Или что вы имеете в виду? Как же несправедливо? Почему-то у Димы 1 миллион подписчиков. Муродов, почему несправедливо? У него они абсолютно заслуженные. Он на YouTube больше 10 лет, он харизматичный, он легкий. Вы понимаете, что контент еще разделяется по ощущениям. То есть вы ассоциируете себя все равно каким-то образом с каналом. Когда вы понимаете, о чем я говорю, это одна история. Когда вы приходите, вы, допустим, лет 12, и вы видите чувака, который задвигает вам 9 из 10 слов, он не понимает, так же, как меня умиляет, когда в телегу кто-то приходит и говорит: «Саня, ты не можешь вообще по-русски разговаривать?» Они стебутся, то есть это люди без образования. И людей с образованием, даже минимальным, самообразованием, я не говорю про высшее образование, физматы всякие, и все остальное их минимум. Это кажется, что их очень много. А еще и желающих напрягать свой мозг, а техносегмент – это напряжение мозгов. Нет, оплатить 3 буквы у некоторых физиков. Денег типа? Ну нету, ну вы же как-то сидите. Тимур, это зерна отплевел, еще раз повторяюсь, ну это эгоистично, но это честно. Моей аудитории неприятно, мне неприятно, но это зерна отплевел. То есть есть люди, которые не интересуются, не хотят, не ищут способы и дальше будут потреблять то очень часто, которые им пытаются пихать через разные платформы, которым вообще плевать на контент. И есть те, кому нужен доступ к информации. Все. Говорю, так же, когда при Советском Союзе народ радиоприемники собирал. Притом там за это посадить-то могли. Сейчас-то никого не посадят за это. До 30 тысяч какой смарт посоветуешь? Poco X7 Pro. Вон телегу скидок открою, он 27 штук. Да, проблемы, еще раз, зерна отплевел. То есть дети должны оставаться детьми. Люди без интеллекта должны оставаться в своей среде. Правильно им закрывают доступ. Потому что они не то, что надо, просто узнают и все. Узнают, как плитку класть на YouTube. Вы чего? Или не купят Tecno с Infinix и Huawei. Но это все, это жесть. Вы прикиньте, как сейчас выигрывают просто все эти конторы. Фаталист, привет. Так что мыслите позитивно. Кто-то от этого будет рад.
Так что у Димы они прям заслуженные. У Димы вообще должно быть 5 миллионов подписчиков. Без сарказма. Легкий контент, приятный. Он не заставляет тебя чувствовать плохо. Мой контент заставляет чувствовать себя плохо очень много людей. Особенно тех, которые покупают данные смартфоны. Вы прикиньте, вы купили и смотрите мой обзор. Ну, у вас, окей, есть в голове мозг, ниточка между ушами, вот как у меня, или еще что-то. И вы можете видеть плюсы, минусы и понимать, что где-то сарказм, где-то это вообще не важно, это мое мнение, потому что я просто констатирую факты и делаю какие-то свои выводы, которые могут быть отличными от ваших, и это нормально. А многие люди нет, им нужно одобрение, как детям, знаете. Вот чтобы все сказали, что вот он красивый, он лучшая железка, ты сделал правильный выбор, ты настоящий мужик, у тебя настоящий интеллект. При том, на чем они базировались, но это привлекает, это хорошо. Привет, Poco F7 Pro или что выбрать, что лучше, вот верхняя ссылка, через донат только. Соответственно, у тебя вопрос отпадет. Или жди мой топ. Я покупал в 2022 году X3 Pro за 24 тысячи рублей. Что ж так дорого-то? Он фуловый был? Премьер-министр, но я же не говорю, что мне тяжело тоже. Вот какого-то лешего 750 тысяч, это прям ультра мало. Притом яркость 700 люксов. Ну окей, давайте попробуем еще. Притом стоит у меня этот режим мощный. Камера включена, HW Info. Так, Antutu я отрублю. Так, что мы еще можем сделать? Мы можем зайти в игровой режим, да? И через него запустить. Так что под каждого свой контент. И это хорошо. Когда Samsung покажут? Не знаю. Когда покажут, послезавтра покажут. Будет все норм. Так, плюс. Antutu. Все. Включаем здесь ускорение. Ускорение процессора. Не надо. Ну, вообще ничего такого. Ну, ладно, давайте включим игровой режим. Режим монстра здесь, ускорение нажимаем. И смотрим, что он в ускорении. То есть у нас производительный режим на батарее и ускорение стоит. Посмотрел обзор, купил смарт, посмотрел опыт использования спустя 6 месяцев. Правильно? Есть ли смысл переплачивать 3500 за X7 Pro? Shadow, я не хочу вас обидеть, но перечитайте ваше сообщение, и я думаю, вам не важно, какой смартфон вы купите. Завтра преза Самсунгов. Да. Каким будет Poco X7 Pro? А он будет априори дороже, потому что курс на 30% просел. То есть рубль был 80, сейчас рубль 105. Еще раз, я не говорю про... Мне не важно, какая биржа. Вот на данный момент на Али он вообще 115. Какой курс у Али сейчас? И так у многих маркетплейсов. Есть дотационные маркетплейсы, но у них свои приколы. Какой? Света, привет. Да, норм, но мы сейчас попробуем 800 получить. Как камера дышит, да? 113 курс. Для AliExpress.com и AliExpress.ru 108. Еще раз, чтобы перевести деньги, попробуйте перевести сейчас деньги за границу. Нет, я знаю, какую вы программу вспоминаете, она не работает. И чем больше денег, тем выше стоимость, не тем меньше стоимость. Вот сейчас такой прикол. Сколько стоит Poco X7 Pro в долларах? На Али сейчас я скажу. То есть, ладно, приплюсуем 29, посчитаем, потому что приплюсуем таможню. С таможней 256 баксов. Без таможни
27,3. 27 даже и 6. Делить на 113. Без таможни $244. А, точно. Лампа из-за лампы сзади она сходит с ума. Мы это уже проходили, да. И так будет лучше. Нет, а может еще режим не тот. Видишь, очки еще снял, и все норм. Ну, я, конечно, когда буду четвертый обозревать Realme Note 14 4G, я уже очумею. А пятый Realme Note, Redmi Note 14 4G я очумею обозревать. А Redmi Note 14 5G я вообще... Ой, Redmi Note 14 Pro 4G я пока не могу найти, где купить. То есть здесь в Азии его нет. Вот такая магия. Какой смарт из Vivo серии лучше для знакомств с их съемкой? А в чем вы еще хотите ждать топ-телевик? Здесь телевика нет. Меня вот этими телевиками просто уже заколебали. Вы все портретные фотографы, хоть кто-то, напишите 2 плюса или в комментариях потом. Я занимаюсь портретной фотографией, зарабатываю деньги, и мне платят за то, что я фотографирую на Android. Такая-то модель, столько-то платят. Ну, даже без разницы сколько. Можете даже ссылку на свой ресурс скинуть, и я не буду удалять в комментариях. Вот давайте такой эксперимент. Я теперь буду драконить каждый стрим так. Что за... Счетчик легче сфоткать, что ли, когда телевик? Понятно, девушек прикольно фотографировать с телевиками, намного лучше, чем без. Но вот тоже. Но я так понимаю, нет смысла в X7 Pro Shadow, я не могу тебе отвечать, потому что тебе лень разбираться. То есть, ну... Что ты говоришь? Ты говоришь, я не хочу работать мозгом, поработай за меня. Нет, у меня есть 2 обзора. Ты не можешь сопоставить 2... Какое 2? 6 обзоров. 3 обзора на Poco X7, 3 обзора на Poco X7 Pro, если сохраненный стрим считать. Усложни себя, посмотри. Дезерт, я не могу его пить, то есть сегодня я опять выпил чашку, но мне как-то, ну, я не могу себя даже заставить. 33 дня я не пил. Сейчас я чашку в день пытаюсь выпивать, но без вообще удовольствия. На остановке номер автобуса фоткать, когда зрение плохое. Фаталист, а оптический зум нет с основного сенсора. Хотел бы спросить, какая разница. По московскому времени у меня сейчас 2 часа 21 минута. 4 часа разница. У тебя 22:20, у меня 2:20. Стоит ли покупать QZ9 Turbo для игр? Каспер, опять же, задача очень сложная, но ты с ней справишься. На канале 3 обзора на iQOO Z9 Turbo, включая сохраненный стрим с играми. Вот мы также сидели, прожаривали, а потом играли. И там еще есть комментарии, их можно прочитать. Или там попросить, чтобы голосовой помощник тебе почитал. Или можно попросить, по-моему, ну, любой ИИ, он тебе прочитает комментарии. Вот послушай их обязательно. Сопоставь для себя факты, услышь мое мнение, и потом у тебя отпадут все вопросы, если ты все это сделаешь. А еще ты не будешь перекладывать на другого человека ответственность. Потому что я ничего не скрываю на стримах про конкретную модель, как сейчас про эту. Я говорю откровенно, полностью вот то, что думаю. Да, конечно, 14Т. Вы чего? Он даже рядом с 14Т не валялся, так у них и стоимость. Если Xiaomi 14T, который я тоже не продал еще, он стоит 37 с плюс таможней, этот стоит 31. Сейчас я подзаряжу его, покажу. Это вообще меня тоже умиляет. Вы примерно прикидываете вообще разницу в стоимости? Вы думаете, это просто так? Crazy, привет. 14 Pro 4G, который на Helio G100 Ultra, ценник приличный. Да, ну я бы даже его купил, я просто не знаю, где он. Что там жужу? Лайкосик поставил, спасибо. Что, мне все равно камера колбасит? Практически никогда не критикует. Сердж я не хочу, он мой друг, вам решать. Ну, он просто позитивный чувак. Я вам скажу, что Фил также думает, что я все хвалю.
Вот мы сколько с ним не ругались, он такой, ну ты же хвалишь, ты просто не понимаешь этого. Ну, короче, вот видите, сколько людей, столько и мнений. Так что, Серег, да, я считаю, что добрых слов и характеристик хороших, их достаточно в рекламе. А обзорщик должен вот так вот сидеть, такой вот с таким лицом. Я должен отбивать у вас желание купить UFS 2.2, 700 тысяч баллов в Antutu за 30 штук. Они там с дубу рухнули. Honor 200 сейчас за 30 штук продается. Он лучше, чем это дело. Хотя я ненавижу Honor. Где гребаный телевик? В китайской был версии, здесь нет. Какого лешего 1000 мАч они просто срезали из аккумулятора? Или типа схавают в глобальной версии? Китайцам надо нормально продавать, а вот всем остальным можно макро впаривать. Вот примерно вот так, по мне, норм. У вас появилось желание покупать? Вот если нет, то я все правильно делаю для себя в своей голове. Но, опять же, если ты это дело купил или рассматриваешь, такое лучше не смотреть. Ничего нету у OnePlus 13 из конкурентов в глобалке за такие деньги, за которые его продают. Ничего. Рядом не валялось. В глобалке, чтобы стоило 650 баксов, 640. Ничего. Конкурентов нет. Даже близко. Самирка, ты стебешься? А зачем X5 Pro? А может X3 Pro напиши или, не знаю, там. Только что был классный обзор, краткое по делу. Кастро, ну так тоже неинтересно. Я так ни подписчиков не получу, ничего остального. Но, опять же, это бонус за то, что люди смотрят стрим. То есть вы пришли, вот вам кратко. Но чаще всего мы собираемся здесь просто в первую очередь пообщаться. Лаваем длинноносым так и сойдет. А я не знаю, кто такие лаоваи. Андрей, сори. Но я погуглю потом. Наверное, если вспомню. Вот, так что сейчас много всего интересного будет. Помимо смартов. Смарты я добью Redmi. И потом, наверное, буду гонять уже Poco. Ой, не Poco, а Honor. И потом уже пойдут дорогие опять. Херри, вот из тех слов, что вы сейчас у меня спрашиваете, я делаю вывод, что у вас нет денег ни на OnePlus, обзоры вы не смотрели, и вам абсолютно наплевать, что вы покупаете. Сколько вам лет, Херри? 13? Я не шучу. Ну, как бы вопросы ребенка. Ребенка, который не посмотрел ни одного обзора. У вас бы не было этих вопросов, если бы вы знали мой канал Польза.нет, посмотрели хотя бы что-то по поводу этого. Расскажи, как прошел день. Я в ауте, потому что я сегодня спал 2,5 часа, я не знаю почему. Меня не знаю почему бомбит. И все. Потому что я тоже человек, наверное. Местами. Иногда. Ну, неразумно покупать Poco X5 Pro, лучше купить Poco X6 Pro. Зомби, но это кринж, пока мы ценники такие видим. Когда она станет... Цена Redmi Note 14 Pro Plus должна быть по-любому дешевле, чем Poco X7 Pro. И либо они Poco X7 Pro задерут, что они обычно и делают, либо вот это вот дело должно дропнуться на цену ниже. Вот. Там Poco X7... Ой, Poco X6 Pro, 1 400 000 баллов в Antutu, 24 000 рублей. Тоже 4К 30 FPS снимает. Этот 31 штука. За что? За красивые глазки? Потому что он новый. Чего? Ретроградный Меркурий. Не, опоссум, у меня здесь еще я в этой телеге, который личный закрытый канал в поддержку скидывал. Здесь... Вокруг Вьетнам, Лаос горят леса, и здесь прям воздух жесть, как хуже, чем в Норильске на данный момент. Крейзи, спасибо, ты тоже. Хочу перейти с OnePlus на Vivo. Не знаю.
Ну, спроси в чате, Дизастер. Ты не один, кто не спал от нервов. Зомби, я не спал, я проснулся просто такой встревоженный. У меня ощущение было, типа, ну, у меня еще есть проблемы, о которых я здесь вообще нигде говорить. У людей бывают проблемы. Вот. К Ютубу не относится. Саня, привет. Саня, у тебя нет такой мысли, что для китайского рынка телефоны делают лучше? Я тоже так думаю. Только не считая всяких там агрегаций частот, которые нам не подходят, к слову. У них Wi-Fi, по-моему, по-другому работает. Mi Pad 7 у меня прошел таможню. Да, китайский, правда. Что стоит брать на замену OnePlus 7 Pro? OnePlus 13. Какой телефон до 40 тысяч брать? Poco X7 Pro. Я как этот... Как из Простоквашино. Повторяю просто и повторяю. Кто там, да? Poco X7 Pro. Я спрашивал несколько дней назад, никто не ответил. Дизастер. Ну, здесь не меньше людей, чем в общем чате. И попробую поискать... Не ошибся, Диман. Не расскажу. Я могу в общем и сейчас сказать. Я жру таблы, и мне херово пока, и все. То есть я болею. Но я не болею не из разряда там прям вообще жесть. Просто долго. 41 год. Что вы хотите? Когда выйдет Poco X7 Ultra? Понятия не имею. Я не работаю ни в Poco, ни в Xiaomi. У меня на какой-то Motorola был, Роман, обзор. Абсолютно. Motorola бесячий. Колхоз. Но это Lenovo. Motorola это Lenovo. Вы спрашиваете на Lenovo, я с кайфом сделаю обзор или нет? Нет, у меня еще чертова туча брендов А эшелона, а потом уже Christmas. Ну, я не понимаю про версии Christmas. Если ты ждешь от меня одобрения, вот 14T, я понимаю, зачем покупать. Вон, 14T. А 14T Pro я не понимаю, зачем покупать. Айкушки будут когда-нибудь выпускаться в глобале? Они и так выпускаются в глобале. Вы стебетесь, Underlay Tail. Ты не пропустила IQ 13 по 90 штук в продаже? Или Z9, там, по-моему, 26 они долбили. Иди спать, ложись. Дмитрий, да нет, все норм. Я не... Как это называется? Эта информация через 32 минуты, только чтобы объяснить, что ничего такого, просто жру таблетки. Когда жрешь таблетки, тебе херово. Я не могу лежать, ну, технически, у меня и в семье таких нет людей. Я не могу лежать на диване и смотреть телек. Не могу. С ребенком окей, там могу еще там потусить, но недолго. То есть, либо я пойду куда-нибудь что-нибудь делать, либо я пойду бегать, либо что-то я пойду делать. Таблы, не таблы. Лучше вон стрим провести. Потому что, говорю, вот сейчас мы просто сидим и общаемся, а какие-то люди реально будут его рассматривать. И даже если наши диалоги помогут 10 людям, вы понимаете, что, ну, да, добро или еще какую-то лабутень, ее переоценивают. Но каждый же сам делает выбор. Есть карма, нет кармы, делаешь ты хорошо, делаешь плохо. Я говорю, даже два землекопа, которые не купят этот смартфон или купят уже, обладая полностью информацией, что кто-то за нас прогоняет его? Нет. Все скажут, Геншин на средних тянет без проблем. Вот цитата с интернета. И народ даже не парится. Вот я уже там год делаю стримы здесь. Ладно, на основном канале делал, на Твиче делал. Теперь здесь делаю. И все равно народ говорит ту же самую бредятину. И все. И норм. Большинству. Не всем, но большинству. А Lenovo Y700 давно уже. Ну и так же, как Red Magic, вон лежит. Не знаю. Я делаю на актуалку. То есть сейчас актуалка это Redmi. Потом актуалка будет Honor. Мне прям, ну, актуалка, которая мне интересна. Потом актуалка будет всякие Xiaomi 15, 15 Pro, Oppo, все три. Потом Honor Magic 7. Если ничего до этого не придет, а до этого должны прийти Redmi. Хотя я сегодня, кстати, Realme. Я сегодня буду искать еще что-нибудь.
Вот, так что сейчас нашими диалогами вроде бы ни о чем, мы кому-то помогли, поверьте мне. Может быть, еще 2 человека либо сэкономят, либо начнут шарить. И не купят какой-нибудь смартфон, который завтра развалится у него через 15 секунд. Кастро, цены на IQ, это вот они в себя поверили. Как это происходит? Они стучат... Вы думаете, у меня не спрашивают бренды по поводу цен? Ну, у меня 2 состояния в жизни. Очень плохая тема, у меня я всегда прибедняюсь. Опять же, это, наверное, первый стрим, когда я говорю об этом. Я всегда прибедняюсь. Это что, мне и так по поводу ЧСВ постоянно пишут. Мне пишут по поводу ценников. Много кто. Очень много кто. Почему не берут, почему т.д. и т.п. И все прекрасно понимают. Айку мне не пишет по поводу ценников. Кому они пишут, вот смотрите, у кого были глобалки. С Realme то же самое, у меня никаких контактов нет. Вот их ценники. Потому что, рекламщику интереснее, чтобы ему сказали, мы продадим, ты, главное, у меня за мульт рекламу купи, и все. И они win-win, заказчик оплачивает, и все. Так работает бизнес. Я не открываю сейчас ничего какого-то супер нового. Но так работает бизнес. Так, в принципе, это разумно, когда так делают деньги. И от этого страдают в итоге все. И бренд, и конечный потребитель. Но когда в этой цепочке имбецилы, рекламщики и имбецилы, те, кто им впаривает, притом теряя в перспективе отношения аудитории, я не знаю, как можно было обыгрывать углы с IQ 13, даже за 85 кусков. Это бред. А народ обыгрывал. Как с Realme обыгрывать углы с GT7 Pro? А народ обыгрывал. Это их на их совести. Если из-за этой фигни кто-то купил девайс, и он разочарован, и потом продает его в минус 30, так же, как с Huawei были, карма его накажет. Вот 1,000,000% волосы выпадут, что-то случится, зуб там заболит. Потому что, к сожалению, в сети для нас, вот нам кажется, нас 122 человека. О, мелочи жизни. Этот канал смотрят больше 100 000 человек ежемесячно, только этот. А прикиньте, у людей миллионные охваты, миллионные просмотры. Там есть люди, у которых минимум 70 000 на ролик на смартфон. И когда он вот так, ты уже шаришь, вот так углы обыграл, и ты такой сидишь такой, ничего ж себе, а так можно было. И так очень много моментов. Вот. Наверное, так. К чему это все? К тому, что по поводу ценников есть неадекватные цены. Айку мне ничего не спрашивают. Те, кто спрашивают, они и так и без меня скидывают. Вот. Мне так кажется. Но они блогеры, есть бренды, которые пишут блогерам. Просто если как бы у них есть партнерские отношения, то мне кажется, у них там ближе коннект какой-то. Я не знаю. Премьер-министр, ты же об этом не знаешь. Ты не смотрел у того же Вилса подкаст у Амирана? Я же смотрю. Он себе не владелец, так же, как его 3 канала огромных, которые сейчас стоят под паром. Один из которых вы тоже прекрасно знаете, даже 2. А под паром, потому что они не могут продать там рекламу. То есть у них реально канал выпускает фигню раз в неделю. У тебя 10 миллионов подписчиков, без разницы, что ты там закупаешься сотнями тысяч просмотров индусов. Он должен просто каждый день, там, не знаю, пляски делать. У него столько людей стоит. Вот она реальность. Реальность, когда ты, наверное, слишком большой. Карма настигает. Вот он и дошел до того периода, когда у него не каждый день ролики. С такой-то командой, таким продакшеном. Он вообще он же любую лабутень может распаковки просто каждый день делать. Redmi K80 лучше, если вы стебетесь. Вот этот, почему? Он китайский. Как он может быть лучше с китайской агрегацией частот? Вы меня удивите, Шири, да, Алексей? Откуда вы? Вы продаете Redmi... Вот теперь у меня голова заболела. Вы продаете Redmi K80? Ace 2 Pro получил на Android 15, другой смарт в руках. Вам повезло, потому что мой Ace 3 Pro, перешитый на инженерную прошивку, вообще не обновлялся никак. Но был разблочен. А за что меня благодарить-то, Ярослав? Это не я тебе обнову прислал. Вот, Херри хоть где-то чуть-чуть шарит. Короче, вы не видите просто, где карма. Вот, я тоже что-нибудь сделал плохое, теперь жру таблетки.
Так, у меня есть для вас посмотреть и дома отдохнуть. Все остальное работа. Премьер, и это хорошо. Хорошо, когда человек чем-то занят. Вот когда у него... Почему-то мне в шортсах все время попадается тема, и мне она нравится. Самое сложное, когда у тебя есть деньги, не употреблять алкоголь, запрещенные вещества и не обжираться. Вот, наверное, это так. То есть у вас там есть зарплата, вы же этим не занимаетесь, а у вас нет времени. Это хорошо. Вы же сами делаете так, что у вас нет времени. То есть больше зарабатывать, там, развиваться, еще что-то. И в этом беге вы себя не убиваете чаще всего. Хотя убеждают обратное большинство. Удерживать внимание аудитории больше 15 минут – это зачем? Андрей Зубов, я как бы тоже не особо удерживаю. Но просто ты даешь всю информацию и снимаешь с себя ответственность. И плюс вход-выход. То есть я говорю в начале, что говорю и в конце, и все. Константин, года, 7 лет на Ютьюбе, и 7 лет я веду стримы подобные. Мы же общаемся. Артем, не наверное, 14Т намного лучше. Артем, вы только начали разбираться в технике, правда? Мой Redmi Note 13 4G вообще не может обновиться никак до 15-го андроида. Очень жаль. Вот здесь в 14T уже 15-й Android. И давайте-ка я Antutu скачаю. И мы прогоним еще его, потому что, опять же, когда сравнивают 14T, это какой-то бред сравнивать их. Вот, найдите 10 отличий. 4К 60 FPS этот снимать может. Этот может снимать только 4К 30 FPS. Хотя бы здесь. На фронталке у этого есть 4К 30 FPS, здесь ее нету. Там только 1080p 60 FPS. И так во всем. Алексей, не хочу никого напугать. Если вы привыкли к смартфонам, которые плохо ловят, ходите с ними. Там есть 7-й бенд. Агрегация частот. Когда-нибудь у вас будут деньги на глобалку, когда-нибудь вы попробуете нормальный смартфон, и мы с вами начнем разговаривать на одном языке. Пока удачно вам использование китайских смартфонов. Считайте, что вы хакнули систему. По факту вы хакнули себя и своих близких. Но об этом вы еще не скоро узнаете. От работы дохнут кони. Смотря какая работа, иногда ее любишь. И правда очень жаль, видимо, придется менять. А кто хейтил OnePlus 13 камера? Я не хейтил их камера. Все дороже $500, но очень близко снимает. Где-то там кто-то кадры пропускает, у кого-то стаб не очень, но очень близко. Там разница ультраширики всякие с автофокусом или нет, и телевики. Все. Основные сенсоры даже на этих смартфонах по $200 очень даже бодрые. Роман, топ-10 смартфонов для видеосъемки, YouTube канал Пользаны. Там вот мое лицо будет. Вбейте в поиске, и вы увидите. Там много всего. Ты говоришь, Helio G99, он во всей линейке, что ли? Вот к чему это все? Ты на стриме был? Intel, если ты купишь его глобальным, зачем тебе его разблокировать? Зачем тебе покупать заблокированный смарт или не разблокированный китайский? Какое гребаное сглаживание? Рагнар, ты стебешься? У меня камера стоит Sony Z10VE и ни одного пресета. Мне тональник-то лень на себя класть. Я, по-моему, 5 лет назад, или когда, 4 года назад, когда первый ролик делал, там начитался вот это вот, чтобы ничего там не было вот этой жирной кожи, там прыщей, еще какой-то фигни. Накупил тональников себе. Один раз накрасился, потом ну его нафиг. И все. Это картинка без сглаживания.
Я даже не могу заморачиваться. Посмотри стримы, у меня все на отлюбись. Я вообще на iPhone снимаю, к слову. На секундочку. На iPhone. Такая заморочка. Привет, Universal. Его хейтить запрещено. И так дали все за ничего. Почему? Запрещено. Нет, его не запрещено хейтить, просто я его не хейтил, не китайский, не такой. Артем, привет. Я за правду. Взял список, какие частоты агрегируют у наших операторов. А так две частоты близкие, B7. Близкие и чего? Алексей, хорошо. Вы не выезжаете из города никуда. Вы всегда ходите рядом с вышками. У вас у всех один оператор. К чему вы это все? Будете покупать смартфон, спросите у Алексея, скиньте ему локацию, напишите, какой у вас оператор, он вам подскажет, какой вам китайский смарт купить, который будет стоить как глобалку, но вы будете думать, что вы хакнули систему. Что? У вас К80, он лучше, чем Poco X7 Pro? Нет, он дороже? Да. О чем мы дискутируем? Ну окей. Вот примерно вот такой диалог. Не забываем прожать лайк, кому не лень. Нет, не то, что мне нужен тональник. Все, кто снимаются вообще в роликах, не я, 99%, я это вижу. Для того, чтобы у тебя был объем в лице и не было вот жирной кожи, нужно тоналку. Там два вида их всего. Это быстро делается, просто лень. И это нормально. То есть это в каком-то смысле, ну это картинка. Но мне лень. Я же просто говорю про то, что никакое сглаживание, если мне лень даже тональник на себя накладывать. По твоим обзорам купил Neo 5, отличный телефон, через полгода продал. Купил iQOO Neo 9 Pro Plus. Живу в Москве. В Москве намного проще все. К-серия от Redmi это чуть-чуть другая история. Это перевод с эдитом. Ну вот вы не в моей голове, я не собираюсь все это проговаривать. У тебя русский язык из коробки, К-серия это русский язык не из коробки, там нет русского языка. И это все геморрой, потом геморрой при продаже. И при той же стоимости глобалок я не вижу смысла в китайских смартфонах. И все. Алексей, так я еще раз, когда с тобой дискутирую по поводу К-серии, говорю, что ты частный случай, это как ошибка выжившего. Это круто, что ты шаришь. Значит, для таких, как ты, я делаю обзоры на эти линейки. То есть, если бы тебя не было, мне бы было хуже. Просто я говорю, что для масс-маркета людям выбирать нужно что-то другое. А люди некоторые есть. Тимур, нет, она работает, и мы так не выражаемся. Да с чего глобалку OnePlus блокирует? Это вы вспомнили просто, что Realme какой-то, Realme GT7 Pro, который как раз с Озона и продавали, глобальный, он блокировался в России, потому что там была какая-то другая глобалка. Сейчас про другое. Да, и Vivo X100S хвалил до того момента, как он у меня утонул, хотя там IP69K. Причем здесь хвалил? Просто когда смарт, вот смотрите, Honor 200 почему? Я, допустим, не особо люблю какой-то бренд. Ну вот, я вообще мало чего люблю. Я люблю топ за свои деньги. Вот Poco я люблю. Особенно X Pro версию. Вот. Что интернет? У меня интернет работает, Елисеев. У вас сохранились Watch 10? Нет. Но они есть, но и они уже не у меня. При подключении к зарядке часы не... А вы новые купили? Тогда сдавайте в магазин. Навернуться-то может любое устройство, в этом проблема. Надеюсь, что это дело не навернулось. Китайский OnePlus 13, будут проблемы с ним со временем.
Хири, вы решили меня просто заколебать. Перечитай свои вопросы. Ты думаешь, я не помню, кто что задает? По зарядке, Муродов. Тебе приходит, если у тебя глобальная зарядка в комплекте, то все окей. И по имейлу. А если китайская зарядка, то все, тебе не повезло. Это Global ROM. Виктор, огромное спасибо, что зашел. Лайк не забудь проставить. И спасибо. Honor GT IQ 10. Вроде интересная. Да чего тут надеяться? У меня на IQ 10 был обзор. Или ты не в курсе? А GT 10, GT, я же показывал его. Где у меня этот GT-шка лежит? Он где-то здесь. Вот он. Надежды нет, но смартфон есть. Всем огромное спасибо, что дошли. Видите, что такое, когда ты врубаешь... А, подождите, я сейчас сижу на... Это второй был прогон или третий? Арсений, привет. По-моему, это третий был привет. Прогон, нет? Напомните мне, пожалуйста, третий или нет? Так. Здесь у нас, кстати, в настройках можно выставить. Третий, все. Ничего, он не нагрелся, нагреваться ему вообще нечему, вообще. Вообще. Вот, и это отлично. Вариант сразу Genshin или вариант сразу PUBG? Давайте PUBG New State, наверное. Второй прогон. Юрий. Ну, там нечего нагреваться, он вообще холодный. Нет смысла его мучить, по мне. Хорошо? Не буду я его третий раз гонять. Бесперспективняк. Так, я сейчас вам посмотрю, покажу, что у нас с кодеками Bluetooth, хотя они уже по максимуму в основном везде. И мы выставим, чтобы он нам показывал герцовку. И так как это HyperOS первой версии, тоже HyperOS первой версии Android 14. В PUBG Mobile посмотрю в обычной, хорошо 120 FPS или нет. Частота обновления. Аудиокодек Bluetooth. Да, сейчас поменяю, чтобы вам было виднее. Вот так. И сейчас мы выставим, чтобы он у нас имитировать аномалию. Потребление энергии будет показывать с FPS. Так, и смотрим, что у нас тут в PUBG. По-моему, нет в PUBG 120 FPS. По идее, должен на металле лучше работать, потому что теплоотведение через него осуществляется. На пластике, по идее, должен быть хуже. Может, я неправильно рассуждаю, можете меня поправить. Я это так вижу. Старый нет, не все. А может, все. Здесь нечему греться. 700 тысяч. Нечему, старый Рекс. Просто нечему. То есть достаточно и 2 прогонов. Он ни яркость не сбрасывает, потому что 700 тысяч, он нулевой. Сейчас вы увидите. Графика, принять, экстрим, плавно. То есть все, максимум экстрим. Печаль. То есть тогда пойдем в PUBG New State. Не-не-не, он имеет в виду, как технически увидеть. Я так понял. Шкин.
Айфоны, Александр. В Японии, Китае, Вьетнаме, Лаосе, Малайзии, Эмиратах, Сербии. И я еще не буду перечислять, в каких странах я был. О, что-то догнать надо. И все бэушные конторы тоже продают айфоны. К сожалению. Но встречаются и Samsung, где-то Oppo. А что с ним? Оптимизация. Видите, как долго идет? Вот. Надо везде Wi-Fi отрубить, чтобы он не напрягался. Сравнивал по съемке ему с Poco X7 Pro. Алексей, ну мне кажется, хотя, может быть, вы правы, и вы понимаете, что он имел в виду. Что я так понял, что человек просто спрашивал, как из коробки определить. Если человек спрашивал что-то другое, то это тоже имеет право на жизнь. Какой тебе смартфон? Стоит ли брать мини-версию? Ильнам, это не мини-версия, это не iPhone 16. Вы смотрели мой обзор, или вы опять, вам лень посмотреть обзор, и вы хотите, чтобы я пересказал вам его? Признавайтесь. Здесь не краткий пересказ обзоров. Вот это FPS, здесь герцовка. Если будет падение, я вам покажу. Еще справа внизу будет FPS. Да, премьер-министр. Нет, еще Oppo здесь популярен довольно. Oppo, Vivo есть, но больше Oppo. Но это единица. То есть 99% будут ходить с iPhone 6, но не с Android. iPhone 11 это вообще верх мечтаний и все. Премьер-министр, огромное спасибо, что заходил. Андрей К., возможно, тебе не нужны эти супер фотографии на Vivo, и ты просто пересмотрелся обзоров, потому что у Vivo просто магическое свойство, они не натуральные фотки делают. С цветопередачей у них не волшебно все. Вот и все. Посмотри много обзоров на OnePlus 13 глобалку, потому что он сейчас прям топ за свои деньги. Мое субъективное мнение. А все эти китайские Vivo, ты же будешь не глобалку покупать, не Vivo X200 Pro глобалку, не Vivo X100 Ultra, не глобалки. Ты будешь просто помогать продавцам, перекупам как-то. Артем, это уже в новых прошивках не будет. Отмотай. Можно отмотать здесь стрим, и ты увидишь, как я это делал. Я при вас это делал. Настраивал. Так. Графика 90 FPS, ультра, высокие. По умолчанию. Оптимизировано. Все. Можно зарубаться. Так, какие-то еще можно, да. И софт не флагманский, стабилизация не супер-мега крутая. Нету, Серег. Так они даже в средняках, эти характеристики указаны. 100 лайков. Да, не забываем прожать лайк. Огромное спасибо, что пришли. Вас 147, плюс еще кто-то уходит, приходит. Набейте лайков, если не сложно. Если сложно, не набивайте. To be continued. Добрый. Я заказал Poco X7 Pro, но думаю его отменить и взять. Или еще Даник. Понятия не имею, вернется ли пошлина или нет. Так ты ее уже вернул или нет? По-моему, нет, если ты отказываешься. Ты можешь ее просто не оплачивать, его, по-моему, отправят обратно китайцам. На Али же оплата пошлин только после того, как он проходит. Василий, а вы упорно не умеете читать, да? Ни обложки, ни названия, ничего. Даник, ну неразумно, тогда лучше получите, продайте его. И потом заказывайте.
То есть вы просто смотрите на баллы Вантуту? Или нам? Это очень плохая история. Big View. Взгляд на все. И потом еще решайте, что конкретно вам надо. А где, Ваня, их нету? Топ смазов и каши. На Вива, что ли, не было? Не было? Донаты врубаются. Ну, ты можешь просто добавиться в ТГ. И там я и так отвечу. Сейчас я посмотрю, что вы там скинули. Спасибо. Просто 60 минут первый донат. Прошлый стрим, по-моему, не было донатов. Я и так отвечу. Не брать БУ ни в коем случае, ничего. Тем более Samsung. Не могу зайти. Не заходит. О, зашел. Саварикап, Сергей. О, 3 минуты назад, даже 2 доната. Спасибо. Аноним. Сейчас имеет смысл покупать? Нет, S23 Ultra не имеет. Эльбарта. Несколько лет покупаю гаджеты, анализирую нескольких авторов, в том числе и вас. Радует сжатая информация по факту. Еще ни разу не прогадал. Хочу выразить благодарность за труды. Здоровья. Эльбарта, огромное спасибо. В следующий раз вместо доната можешь просто, если захочешь, подписаться на ТГ. Она в прикрепе. Там можно и про железо пообщаться. Закрытые. Так, спасибо, я тебя понял. Просто совета хотелось бы. Сугубо мое мнение, ни в коем случае не покупать. Тем более он прям совсем старенький. Так, а что мы так долго думаем? Он у нас сбросил или я не нажал? Подбор матча. Получается, доплата за флагмана в моем случае только ради камеры. Да. ВСПР увидим. Ну вот, Даник, просто продашь и все. Элиша Ивкин, а вы что на стримах делаете? Вы про кого? У меня это пруфы. То есть я тестирую устройство в онлайне, чтобы потом сказать, что вот так он себя вел в играх. Частично. Окей, я еще в него поиграю и без этого стрима, но частично на стриме можно. Не, меня вот просто это безумно бесит в этом, в PUBG New State, что ты не можешь найти матч сразу. Я не думаю, Даник, я тебе просто даю совет. Ты спрашиваешь совета. Не я купил смартфон. Так, ну что, 73, 80, 54, 80, 53, 85. Так, мы сейчас посмотрим по герцовкам, заодно запомним, сколько у нас процентов. Пам-пам, экран, частота обновления и отдельные игры. Здесь должен быть PUBG New State. Да, стоит 120 FPS. То есть он должен показывать нам 90. То, что он не показывает, это не очень хорошо.
Мне вот интересно, сейчас игры запретят, и что, нельзя будет на стримах в них играть, или как ты... Сейчас просто игры запретят, если вы не в курсе. И что там будет? Уголовка за то, что ты PUBG запустил? Жесть. Просто уже все, уже сюр. Уже прям вообще сюр. Пора Чиполлино пересчитывать, да? Налог на воздух. Нет, Давидик, не запретят дышать, а просто за вздохи будут там 2 рубля, 1,5. Можно в кредит. Давайте вы будете решать, что покупать где-нибудь не в этом чате, а в телеге. 68%. Потом будут еще рассказывать, как кто-то кого-то кинул, сидя в чате Польза.нет. Я там на стриме у Сани был, и меня кинули на смартфон, я деньги перевел, или наоборот. Я послал смартфон, а деньги мне не перевели. Во всем виноват Саня, да? 68. Никаких продаж в режиме онлайн на стримах. S24 Ультра или подождать S25 Ультра. Слушай, у тебя было на S23 Ультра бэушную. Ты хочешь сказать, ты потянешь S25 Ультра? Ну о чем диалоги? Сколько тебе лет? To be continued. Вот сейчас уже просто... Ты понимаешь, что какие-то вопросы говорят о твоем возрасте и материальных возможностях. И потом ты спрашиваешь вопрос абсолютно сюрреалистичный. Просто из разряда: я вышел из школы, было холодно, надо было чем-то задолбать стримера. Непредметный вопрос вообще. Не для тебя. Но еще больше маразм говорить тебе, стоит ли покупать S25, когда он еще даже не вышел, не говоря о том, что я его даже не купил и еще не обозревал. И... Ну это сюр. Все у тебя в порядке там? По-любому все в порядке. Так. Броник. О, бездырин такая. Здесь бегал кто-то. Нужен шлемок. О. Дайте мне хоть какой-нибудь шлем. Да что ж такое? Так. У тебя S24 Ультра быстро разряжался, что ли? Как так? Вот тут зарубы идут. О. Опа. Выпрыгивают обычные боты. Опа. Дроп. Так, можно отключить рекламу приложений? Везде в настройках самих приложений. Саня и так думает, что я ими торгую.
Не, не думаю, что ты ими торгуешь. Ты просто, когда за них топишь, думай о том, что люди разные бывают. Стал, кстати, по чуть-чуть греться. Но, может, наоборот, нет, нехорошо, что прогрелся. Ну, это какой-то сюр. Артур, а у тебя он был новый? Да, в S24 Ultra очумевшая батарея. Я не знаю, что... Либо он бушный, просто топленый какой-нибудь, и все. Очень странные дела. Мега странная. Как у кого день прошел? Кто-нибудь, кстати, купил уже новые Redmi? Понятно, что Poco X7 Pro кто-то купил. И правильно сделал. Если он дойдет. Угу. Вот. Автор. У меня около 8 часов экран работает. Общая обстановка 14. Автор. Саня меня зовут, если что. Автор. Опа. Стоп. Где-то летел самолет. Я подскажу, есть такой канал Пользанет, меня Саня зовут, если что. Вот там был обзор на 14Т. Обрати на него, пожалуйста, внимание. Я делал обзор на этот смартфон. С криком. Вот, Владимир, у меня такая же история была с Poco X6 Pro. 2 на таможне развернули. А ты заказывал на Алишке, Владимир? Где ты заказывал? Потому что у меня на Алихе такого не было. У меня было чуть-чуть на другой платформе, я об этом рассказывал. Церен я не знаю пока. Может 14Т и правда, потому что их по 37 сейчас продают. Так же, как я вроде бы не делал на 14Т обзор одним кадром. Может Redmi Note 14 4G. В обычном PUBG поиграем. Пока, кстати, претензий особых к... Собираем пока этих ботов. Угу. О, вижу. Вот так вот стрелять из-под тишка.
Смотрел про автономность, ничего не слышал. Значит, не смотрели. О, что, опять оттуда же? Нет, уже оттуда. Где? Ох ты, ёшки! Откуда? А, вижу. Вот там вот бегает тип. Артур, может быть. Игры я покупаю все, что интересно. И на Рилме китайский один из первых начал делать обзоры. То есть у меня не просто так канал стали смотреть. 10 минут. Что-то как-то... А сколько было процентов? 66 или 60? 66 было? Ну, круть, что купил. Выход. Скинь мне ссылку. Где ты ее нашел? 68? А как ты за 10 минут 4%? Ну ладно. Многовато. О, уже нашел. Смотрите, как быстро. Вроде нашел в 3 местах. Там их уже нету. Я тебе говорю, их было мало. Их здесь-то, по-моему, 20 всего продали. Из них я 8 купил. На перепродаже купил, Кларк? Я не вижу вопрос, лучше повторите. 24 ультра держит вообще норму. Самый ламповый, как по мне, Redmi Note 4 14 5G. А, кстати, надо датчик приближения, напомните мне потом потестить. Мы чуть-чуть побегаем. Юра, спасибо, что смотришь. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто дошел. Вот. Да, на перепродажу. Разумно. Но они пришли уже тебе или нет, Кларк? Или это еще 320 баксов и плюс таможня? Так, сейчас проверим, но у меня ощущение, что он уже сбросил FPS. 12 минут. Давайте посмотрим. Не, он не сбросил FPS, а в плане яркость чуть-чуть. 600 люксов, терпимо. Ну, 14G в долларах хорошо стоит. 4G. 110 баксов. Прикиньте, в 50... Он бы был 6000 рублей в 2022. И да, это было всего 2 с лишним года назад. 2 с лишним года назад. 7000 был бы. Зачем? Он с телефона будет тормозить.
То есть, к сожалению, только так. Кларк, ну посмотрим, если дойдут. Там мне, кстати, не ответили, чем заказывал человек. Алишка или нет. У кого развернули Poco X7. Я не думаю, что у кого-то из наших есть 14T Pro. Я редко прошки когда рекомендую. Али? Странно. А формулировка какая? Да, Иван. Кручу-верчу, обмануть хочу. Всегда раньше трава была зеленее, и бегали мы быстрее, и железки были лучше, а все остальное маркетинг. А вообще 3310 можно было звонить и не париться, а не вот это вот все непонятные интернеты, ненужные. Еще раньше все летало на 300 тысяч баллах в Антоту, и даже 200 хватало. А еще телевик был у чего-то там, которым пользовались, и сейчас его нету. Фигня, что линеек стало больше, еще и Poco как бы расправил крылышки. Это же все изменение постоянное в линейках. Так же, как у BBK бывшего. Так, стоп. Какие вещи мы здесь нарыли? Все, уже 72 FPS показывает. Печалька. Poco X7 Pro топчик. Раньше и без сотовых жили, я тоже это помню. И в 9 классе, в 10, в 11 без сотовых мы ходили. То есть я то поколение, которое был без сотовых смартфонов. Вообще, не без смартфонов, а без сотовых телефонов. У меня у отца был Dragon, наверное, ну не знаю, с детства, но это была огромная штука. Это был CDMA, не GSM. Там стоил $2000, а по-моему 200 платил еще абонентку. Тебе если 2 смарта в декабре приходило, то неудивительно. Там, по-моему, вообще не больше 2 смартфонов в какой-то период можно получать. А еще они одинаковые у тебя, видишь? Вот еще в чем проблема. Нет, с яркостью вообще какая-то беда. SL45 у меня был. Первым. На матпомощь. Ой, не на матпомощь, а на премию купил. 1700 рублей, по-моему, она была, или 2500. И, кстати, недавно где-то не хватало громкости, вот здесь мне тоже не особо хватает ее. Ericsson K20i тема была. Вообще у Ericsson звук, помните, музыка была. Я помню, мы еще радио покупали. Древние такие, да? Dragon кирпич. Это дорогой был аппаратик Universal.
Шиковал ты. Ну, 58 FPS, то есть вообще никак. Ух ты, ёшки, еще и с двух сторон. То есть они друг друга обнаружили. На работе круть. Крутая работа была, если такие вещи выдавали. Симонс и тема была. С40. Ник Либра, спасибо, что зашел. Сейчас уже заканчиваем, во всяком случае, PUBG. Потому что когда у тебя ниже 60 FPS, это такое себе. У тебя тач не отваливается, но он уже греется. Да, в PUBG в обычном я себя чувствовал эпичнее. Здесь меня, конечно, выносят по полной. Все, кому не лень. Опа. Мне кажется, меня даже боты не выносят здесь. Ты зачем нас мучить? Что уже хороший телефон Poco X7 Pro. Чего ты меня мучаешь? У тебя же есть голова, она вот у тебя на плечах. Ну подумай ты своей головой, пожалуйста. Хватит перекладывать на кого-то ответственность выбора. Потом из вас дураков делают. Вы сами из себя дураками делаете. Вы можете спросить, что лучше, я уже ответил. В эти деньги лучше сейчас ничего нет. Если вы хотите какой-то другой ответ, спросите у другого человека. Конечно же, iPhone 16 Pro Max будет лучше. Poco X3 Pro я больше 100к. Я вообще не понимаю, зачем в PUBG донатить деньги. И для меня это просто темный лес. Просто темный лес. Ради чего? Ты от этого играть лучше становишься или как? Я даже не знаю, как здесь что покупается. В PUBG можно тратить деньги на что? Типа сразу появляешься с каким-то супер оружием или на скины. Зачем они нужны? Какая разница, каким ты бегаешь? Всем все равно. В жизни-то всем все равно, как ты одета. В игре-то в миллиард раз. Ну, видите, я далек от этой всей темы. То есть для меня это прям вообще непонятное что-то. 64 FPS, ну прям плохо все. Но тач не отваливается пока, объективно. То есть проигрываю не из-за тача. И кстати, ускорение даже не включено. Что-то с ускорением он еще больше тормозить стал.
О! Дроп. И не так и далеко. Сокола на плечо за 1,5 посадить. А зачем сокол? Ну, типа, тебе играть легче с соколом или чего? Он, типа, взлетает, показывает, что как? А почему сервера должны закрыть? Ну, я далек от этого всего. Говорю, я не понимаю. Наверное, внутрь надо ехать. Дети по ходу игр и донатов в играх задолбали вопросами. Нет, я по-моему, ну, сыну кидал на скины, чтобы он покупал что-то, но он прекрасно понимает, что это пустая трата денег. С другой стороны, ему больше ничего не надо. Ну, соответственно, мне все равно. Он же не BMW 7 серии спрашивает. Сейчас кто-то скажет, лучше бы спрашивал. Нет, лучше бы не спрашивал. Я себе-то не могу машину позволить, не то что ему. Кто-то на пиво донатит, кто-то на игры, почему нет? Вы не сравниваете, ну, если вы пиво выпьете, я так понимаю, вы кайф поймаете, нет? А если вы донат кинете, какой кайф? Типа скин в игре, то, что бегаете в платьице или чего? Опять же, да, я просто не понимаю, то есть это не значит, что это неправильно. Но 100 тысяч, вот как Крейзи закинул в игруху стрелялку, это еще надо умудриться пропить. Скажем так, к алкоголю и запрещенным веществам и к табаку я отношусь намного хуже. Я согласен, что лучше... Но лучше вообще эти деньги не выкидывать, понимаете? Вот в чем дело, наверное. Это имеет право на жизнь, вот такой подход? О. Так. Опа. Опа. Так. Хорошо. Увидели. Да ж как, откуда же ж? Это облом. Бывает 1х костюм больше стака. Но это плохо. Дорого. Не поддерживаю.
Но опять же, у разных людей разные доходы. Так, было 66%, осталось 56%, то есть 21% примерно в час он поедает, но яркость он сбрасывает не сильно, но прилично. 370 люксов, жесть, 360 люксов за 30 минут игры в PUBG. Да пошли они в топку. Да пошли они в топку, 360 люксов. Сейчас мне народ начнет писать 30 тысяч рублей, можно нормально играть. Короче, в Genshin посмотрим, но подождем. Да, я честно даже не знал. Я знаю, что там можно игровую валюту купить. Я не понимаю, зачем в стрелялках игровая валюта. Ну, то есть там в каких-то играх сетевых, где сильнее оружие от этого, окей. А во всех остальных случаях... Дай он отдохнет. Даже вот тоже тридцатник и даже рамка не металлическая. Samsung K55 вспоминаем. То есть ни мощного проца, ни чего. Ну ладно. А чем IQ лучше? Тем, что он не глобальный, у него это агрегация частоты, у каких-то моделей нет. Вы чего хотите? Что за 27 штук у IQ в глобале лучше? IQ Z9 это 27 штук. Вы стебетесь? Что вот это вот за... Мы не знаем, что такое глобал, мы не знаем, что такое агрегация. Вообще, IQ это топ. В каком месте, когда они зашли на глобальный рынок и выставили IQ 13 за сотку, да вы очумели их защищать. Я, как человек, имеющий большее количество обзоров, чем кто-либо на IQ, говорю, что они охренели просто. И они рядом не валялись с пока по ценообразованию. Просто охренели. Это не мат, это растение. Такил, мы так не выражаемся. Еще раз, за эту стоимость, за какую? В 2022 году эти 300 баксов были бы 17 тысяч рублей. По-другому ощущается. Сейчас 30 300, 30, 31. По-другому, правда? И даже 2 месяца назад это было бы 25. И потом бы они дропнулись до 21 тысячи. Но... Да, были на обзорах такие. Crazy с Wi-Fi ты можешь просто покупать любой китайский смарт. Вот как, опять же, Redmi K-серию. Не, Warcraft, я помню, был, да и он сейчас топ, нет? У меня 42% сейчас. Ну, старенький Poco F2. В каком месте 32 штуки это то же самое, что 27? Марчанский, я понимаю, что вы, ну, типа, пришли постебаться человека, который не умеет пользоваться интернетом. Научитесь пользоваться интернетом. Папу попросите, пусть он вам покажет, что Poco X7 Pro 27 кусков, а IQ Neo 10 на сомнительной платформе, ладно, может быть, она и доставит 32 штуки. Давайте вместе посчитаем. 5 штук вы не заметили? Серьезно? У вас там все в порядке? Вот за что мне... Надо капчу какую-то на стрим придумать. За что детей, которые не умеют считать, на стрим пускают? Ну вот что с ними? Что с этим интернетом? Я же там указал, не для детей. Спать пора. Марчески. Марчен, не знаю, кто-то там. Что за... Кто эти дети? Кто? Короче... И все вопросы, что лучше, вот через донат. Но у детей нет кошельков, как они спросят? Как вы спросите? Не надо спрашивать.
У папы спросите. Он вас научит гуглом пользоваться и отличать 27 тысяч рублей от 32. Еще у 32 и таможня больше будет. Даник, я не знаю, вы можете и за 88 заказать, за 36. Я не знаю, откуда такие цены. Телеграм-канал скидок, вот вторая ссылка. А третья в описании. 27 штук. Не умеют считать? 32 минус 27? Окей. Калькулятор они умеют открывать полюбас. Зарплату-то получают. Не обманывайте меня. Так, датчик приближения. Мы очень хотели его помучить. Вы не хотели, я хотел. Я так и знал, что вы мне все равно про него не напомните. Ага. Ха. 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 Короче, топтал он мои идеи с датчиком. Ну, 32. Так 12512 как бы стоит и не 32, а IQ стоит 12512 уже 37, а не 32. Опять же разница в 5 штук. Вы... Вот за такие вопросы это просто стёб издевательства. То есть люди не хотят думать вот этой ниточкой между ушами и стебутся над 100 человек в онлайне. Вы считаете, что 100 идиотов, что ли, и не умеют пользоваться интернетом? И слюнать еще таки: да, одинаково Neo 10 и X7 Pro. Одна глобалка, другой китайский Neo 10 рвет. Еще 16 Pro Max можно украсть бесплатно. Еще только как его разблокировать, не призываю, ни в коем случае не крадите. Жесть. Да не, просто если бы я это дело не покупал, мне бы можно втирать было дичь. Но вы вообще не туда пришли. Перекупы в другом месте, другие каналы. Пишите там лютейший бред свой. Да, датчик приближения жесть. Ну, соляви, как говорится. А что делать? Ну что, 730 люксов и дневной режим давайте посмотрим. Без изменений. Мика, да там детям интернет просто в руки дали. Я очень не люблю, когда по поводу денег врут, тем более вот так открыто. Просто включить режим идиота и посмотреть, а еще такие есть типы? Нет на стриме. Нет таких типов на стриме. 5 штук заметят все, когда это 30 тысяч или 25, 27 или 32. Это 5 кусков. Даже сейчас это 50 баксов. Какой шим? Ага. Ну, я же не шим измеряю, ну окей. Вот 6%, да? 7, 11. И он бы был шикарен. Вот смотрите, там 11, 13, так, это он уже не считает. 15, да? 12, 11, круть. Потом мы забываем о том, что, разумеется, это не стоит покупать обзорщикам, иначе у них будут проблемы с производителями. Никакие IQ никого слушать не будет. Конечно, сбросил яркость. Посмотри стрим, перемотай. Или не мотай. Не узнаешь ничего. Ха-ха-ха. Вот так вот. Подлый какой обзорщик, да? Хочет еще, чтобы его смотрели. Вместо того, чтобы как GPT пересказать и все. Ему же делать нечего больше. Так, 5,5. Круть. Смотрим дальше. Шим. Опа. 8,9. Шим. Ну вот с двумя поверками как-то не особо романтично прибор показывает, да? И нет тут шима. Да. Вообще. Ну, смотря чем измерять, правда? Кто там написал нет шима? Дмитрий, обзорщик, автор. Чего? Короче. Сижу и отращиваю, да? Все показал. Делайте выводы сами, решайте сами.
Кто здесь круто, а кто не очень. Да, просто на громкой общаться и все. Даник, да ты можешь и за 50 заказать. О чем у нас с тобой разговор? То есть я не богатый человек. У меня есть вот деньги, я покупаю смартфоны, как и все. Все покупают X7 Pro в минималке за 27. Большинство. Окей. В максималке сколько он сейчас стоил? Я не знаю, кто его, кстати. Зачем его фуловый брать? Так я тебе еще раз повторяюсь, если ты сравнивать будешь с iQOO Neo 10, то он фуловый тоже стоит дороже, чем 37. Ой, чем 32. Ты минималку сравниваешь с минималкой, максималку с максималкой. Я в жизни не играл в Genshin. Ну вот так. А я играл. $12 512, 32. 32 500. Откуда 35-то? Или вы посчитали сразу таможню? Тогда, да, 34 800. Так с iQOO тоже, если ты посчитаешь таможню, она будет дороже. Так, еще раз. Старт, стоп, сброс. Ускорение. Фиксация яркости. А, ну это не фиксация. Так. В настройках надо выставить. 4 часа утра. Я умру. Я умру. Завтра. 20 минут поиграю, и все. Но я думаю, ему хватит. Так, и... Я единственное выставляю всегда только 60 FPS. И все. То есть никаких там супер крутых тем не надо мне. Только 60 FPS. И все. Так. Время пошло. 54%. Нет, в минималке он стоил, он 12 512 взял, как я понял. В минималке же он стоил 27. Так просто я не совсем понимаю, за 35, да, надо уже другое устройство покупать, а не максималку непонятно чего. У меня сейчас 3 часа 45 минут. Такие пиксельная тема. Угу. О. Избежать. Опа. Вихри. Такая мультяшная тема, вообще ничего не видно. А он все равно эти штуки включил с восстанавливалкой.
А, он успел все-таки взять. Пар. Что, опять что-то там еще поймать надо? Да нет, все норм, я не хочу больше. В PUBG я уже играл. Он показывает меньше 90 FPS в обычный PUBG. Ради чего? Не лагает пока. А чего он меня уже лупанул? Подождите, я живу. Прикольно, когда добивает какой-то лабутень, да? Крейзи, все норм. Не, я просто и не планирую сейчас. Мне еще просто подснимать его. То есть я как бы, может, поиграл бы еще, если бы я не знал, что мне еще 2 часа надо. Я кончусь, если я не это. Не остановлюсь. Не, нормально, нормально. К тачу у меня претензий, кстати, нету. То есть нет никаких траблов. Еще и ускорение отрубилось, ладно. Ну, понятно, что 60 FPS он не показывает, 37, 43, 44, но он пытается. Сверхпутеводник. Все-таки прикольные штуки понапридумывали детям, да? Играешь в мультик просто. Мы там эти мультики неделями ждали, чтобы в воскресенье посмотреть. Чудеса на виражах, Чип и Дейл. Прикольно было. Сейчас, кстати, нет таких сериалов толком, кроме всяких там щенячьего патруля однообразного. Утиная история. Хочешь сейчас все пересматривать, да? Так, тихо, тихо, тихо. Опа, поймал меня. Это не про то, что была зеленее трава, но контента меньше детского. Доброй ночи, Крейзи, тоже. Вот видишь, тоже спать после тренировки. Аниме, Саня, аниме, да. Аниме стало много. Так. Так, а что там с героем-то? Отряд. А, я не могу его улучшить. Я могу только эту. Милкин, я не успеваю ответить. Да.
Принял. Милен. Да, Алексей. Не найдено ингредиентов. Такая вот жизнь. Сори. Смарту и так плохо. Так еще и Милен пытался телепортнуться. Гадкий я. Ну, щенячий патруль — это уже не мое детство, это детство моего первого ребенка. Но тоже норм. Второй на паровозиках Томас залипает. Сейчас больше сгенерированного контента, просто чтобы дети залипали и все. Little Pony, я не знаю, что такое. Не запрещенное, надеюсь, Алексей? Сейчас непонятно, что разрешено, что запрещено. Зато все можно найти в ВК. Все запрещенное аниме. Отовсюду удалили, в ВК загрузили. ВК в себя загрузил все. Все, что ты не можешь найти в Даркнете. Все, что нужно для VPN. Так, ну, все, надо убегать. Такая просто антиплатформа. Как звезда смерти такая. В плане интеллектуальной собственности, там, не знаю, разума, принципов, учитывая, что они там сохраняют и не удаляют. Всякие хабы кажутся детской шалостью с ними. Little Pony. Не знаю, Шепдиман. Старый Рекс, беги спать, конечно. Огромное спасибо, что зашел. Надо вообще спать минимум 4 часа, нечего было заходить. Захотел бы на стрим пообщаться, можно было просто потом в записи посмотреть, что-нибудь написать. Я на стримчанские всегда комментарии читаю. Так, и чего? А, стоп, это льдышки. Я думал, я сейчас залечу здесь. Но нет. Все. Раз, два. Три. 4. Все. Little Pony девчачий. Я не знаю, что это. Сори. Пусть не девчачий. Sailor Moon. Или она тоже запрещена? Вообще, что из того, что мы сейчас говорим, запрещено? Нет, Артур, за 13 тысяч Apple 16 не стоит, ой, 13 не стоит, даже 14 не стоит за 60 тысяч покупать. Ну, каких-то топровозиков Томасов есть что-то. Как он перезагрузился быстро. Ничего не запрещено. Пока. Скоро и паровозик Томас будет запрещен. Что там, потому что он цветной. Там же не только черно-белые картинки. Значит, там есть цвета радуги. А если есть цвета радуги, то все. Вообще все цветное надо запретить. Чтобы не было желания нарисовать радугу. Правильно, неправильно, неважно. Такой сюр. Просто сюр. Мне бы 10 лет назад рассказали бы всю эту тему, я бы сказал, вы что там,
перепили все вообще наглухо. А нет. Реальность-то, когда кто-то в маразм входит, она намного веселее, чем фантазия. Так, и чего тут? Опа. Sailor Moon, лунная призма, да. Тихо, тихо, тихо. Но Sailor Moon я не смотрел. Мне кажется, он же детский для этих, для девочек, нет? Так, и чего? О. Понеслась. Так, а что это она сделала? Лупанула меня? Мотылек. Так, и еще один. Все. Граффити Фолз. Да, ну, мне кажется, он тоже запрещен. Нет, граффити. Gravity Falls, мне кажется, должен быть. Так же, как я понял, сейчас начнутся эти взрослые уже сериалы. Можно тогда вспоминать и... Да много чего можно тогда вспомнить из таких сериальчиков. И Симпсоны еще идут, кстати. Так-то. У меня не больше 60. А зачем мне эта информация? У тебя не больше 60, ты хочешь iPhone, я правильно понимаю, для чего? Купи за 60 OnePlus 13R или OnePlus 13. И все. Там голубые паровозы есть. Денис. Все, жесть. Синий и голубой цвет, значит нельзя. А, там Томас точно, он же синий. С таким оттенком неправильным. Не кошерным. Так, чего у нас? Так, и... Да ладно, что это за лабутин-то? Угу. Энергетик. Победили? Есть. А, нет. Прикиньте, он опять включился. Спасибо за совет. Пожалуйста. 15 то же самое, что 13, за исключением островка. Нет, там очень сильно автономность отличается. 15 и 16 намного больше по автономности. 13 и 14 линейка у айфонов это было мракобесие. Так, все, последний мой загул. Он все равно не держит даже на минималках 60 FPS. Он держит 38, 40, 36. Что угодно, но не... Вот они, циферки. Но не 60.
Дмитрий Гордиенко, как у тебя после операции? Ложись спать, забегающий. Огромное спасибо, что зашел. На здоровье прежде всего. Симпсоны еще идут. Артур, есть такое слово интернет. Вот через него вы смотрите YouTube. Есть интернет-площадки, маркетплейсы. Вы смотрите... Я не распоряжаюсь ценами оверпрайса, которые вы употребляете. Вам необходимо поменять блогера, которого вы смотрите. Я по вам буду скучать, но серьезно, люди, которые покупают OnePlus 13 за 60 штук, им не нужен YouTube. У них все в жизни очень хорошо. Очень хорошо. Они очень богатые. И им не о чем париться. Так, и чего? А бейсбол в Калое? А ты уже какой... Так подожди, тебе прямо сейчас должны, что ли, получается, операцию еще одну сделать или нет? Я бы сейчас тоже себе бейсбол какой-нибудь вколол бы. Осуждаю. Не вколол бы и не вколол. Чтобы не спать просто. Угу. Угу. Да что такое-то? Почему опять 4? Я в магазине видел... Есть еще очень много разных магазинов. Воспользуйтесь гуглом. На Алишке, допустим, он 68 новенький. На других платформах есть еще дешевле. Ну и плюс-минус. Или так же. Кратко. Так, 47, сколько было процентов до этого? Я уже не могу просто. 22 минуты. 520 люксов. Ну, опять же, никаких там 60 FPS он не показывал, с минимальными настройками. Не, Алексей, ну это же мой выбор по поводу жалеть, не жалеть. Просто другой вопрос, что там плюс-минус одинаковые все эти мобилки, вот эти вот 4. И да, смысл заморачиваться особо отсутствует. Вот. 54, а стало 47. То есть 7% за 20 минут. 21% плюс-минус час на минималках. Да мы уже прочитали, Артем, понятия не имею. Так, Дмитрий Гордиенко, тебе отличной удачи, давай ложись спать. Всем остальным тоже спокойной ночи. Огромное спасибо, что пришли. Мораль такова:
Законы просты, нам все пообозревали. Смарт не игровой, смарт без стрелевика, но с eSIM, без 4К 60 FPS. Обзор будет завтра. 90%. Нечем тут размусоливать. Почему OnePlus 13 и 13R это новые телефоны? Все, всем добра. Огромное спасибо всем за стрим. У меня уже язык заплетается. Жека, Артур, Алексей, Дмитрий, Апоссум, Кастро. Шипс Диман, ничего ж тебе ты досидел. Universal, Пичик, Мика, Михаил, Света, Евген, Апоссум, Алексей. Все, всем огромное спасибо, что зашли. Денис Кэт, Алекс, Кастро. Все, добра и удачи вам, дорогие друзья. И Ярослав.